Всем привет, с вами снова Леша. В сегодняшнем видео давайте рассмотрим вот такой звукоусилительный комплект от фирмы Fender. Fender Passport Event. Итак, поехали! Ну, как я сказал уже чуть ранее, Fender Passport Event — это полноценный звукоусилительный комплекс. То есть, имея вот такую штуку на руках, вы с легкостью сможете озвучить вашу площадку без большого количества дополнительных железок. Я говорю, конечно, о микшерах, усилителях для колонок, лишней коммутации и так далее. Но обо всем по порядку. И для начала давайте пройдемся по органам управления центрального блока, который по совместительству еще является пультом. Сверху пульт нас встречает мастер-секции, выходное усиление, а также выходная индикация мастер-шина. Сам пульт состоит из 7 входных каналов, 5 моно и 1 стереолинеечка последняя. Рассмотрим сначала монолинейки. Это индикация, это входное усиление, двухполосный эквалайзер и встроенный ревербератор. Также на первых 4 монолинейках есть аттенюатор PET. И на первых 4 линеечках входа, соответственно, выполнены в виде XLR. 5-я линейка отличается от предыдущих 4 наличием High-Z режима для подключения инструментов. И, собственно, вместо микрофона ухода здесь линия, выполненная на обычном большом джеке. Последний канал, а вернее последние 2 канала, это сдвоенная стереолинеечка 6-я и 7-я. Собственно, сюда можно подключить как различные стереоисточники с помощью вот этих 2 входов или вот через маленький стереоджек. А также сюда можно завести различные Bluetooth устройства. Ну, например, телефон или телефон. Например, включать треки или минусовки. Довольно удобно, на мой взгляд. Снизу расположился такой выходной блок, выход под наушники на маленьком джеке, выходное усиление, моно-аут — это для подключения мониторчика, чтобы слышать, в принципе, что происходит у вас в пульте. А также вот такой вот sub-out — это уже для подключения внешнего сабвуфера. Задняя панелька, здесь у нас вентиляционное отверстие, все-таки вспоминаем, что внутри установлен полноценный усилитель, выходные разъемы для подключения колонок, которые идут в комплекте, а также вот такой вот блочок питания. Здесь можно изменить вольтаги в зависимости от того, какой розеткой вы пользуетесь, кнопочка включения, а также само питание. А еще, ко всему прочему, здесь есть вот такой вот отсек, в котором можно удобно спрятать, как коммутацию для подключения к колонкам, так и вот такой вот микрофон динамический, который идет в комплекте, но о нем чуть попозже. Но возвращаясь к передним каналам, а именно вот к последней стереолинейке 6-7, режим Bluetooth на ней работает, как на обычной Bluetooth колонке. То есть вы включаете здесь Bluetooth, заходите через телефон, тоже Bluetooth, ищете доступное устройство, подключаетесь и, собственно, начинаете стримить свою музыку напрямую на вот эту линейку. Вернемся к заднему отсеку. Как я говорил, здесь вот такой вот микрофончик в чехольчике Fender. Приятным на ощупь. Посмотрим, что внутри. В комплекте идет проводочек XLR для подключения микрофона, кожаный чехольчик за авторством Fender, а также фендеровский микрофон P52C. Микрофон динамический, имеет кардиоидную направленность. А теперь немного характеристик, но уже всего комплекта, так как не забывайте, что вот это вот все один большой звукоусилительный комплекс. Passport Event выстроен на усилочке D-класса с пиковой мощностью в 375 Вт. Используемые в комплекте колонки двухполосные, то есть в конструкции использованы как низкочастотные вуферы, здесь их 2 штуки, оба 8-дюймовые, а также высокочастотные пищалки, и по размерам они достигают чуть больше 1 дюйма. Стоит заметить, что система Fender Passport все-таки предназначена больше для выездных мероприятий, или для тех людей, которые любят держать свою технику в более компактном состоянии. В сложенном виде этот PA-комплект приобретает форму этакого чемоданчика, полностью готового к транспортировке. Единственное, но весить такая ручная кладь будет около 20 килограммов. В метро с таким вряд ли поедешь, а вот дотащить до машины или убрать куда-нибудь в другое место — самое то. По поводу подключения здесь все предельно просто. Для начала следует расставить все на свои места. Колонки можно расположить либо на стойках, либо прямо на полу, а микшер разместить поближе к человеку, который будет рулить ваше мероприятие.
Далее соединяем выходные разъемы с соответствующими им колонками. Левый с левым, правый с правым. После подключаем пульт к сети, нажимаем на вкл, и комплект полностью готов к работе. Итого. С помощью комплекта Passport Event можно без проблем раскачать какую-либо маленькую точку, но все же учитывайте, что большие площадки 375 ваттами будет проблематично озвучивать. Как я уже сказал, в первую очередь такой комплект ориентирован на частые перемещения из одной точки в другую. У меня в училище было что-то подобное, также от фирмы Fender, но уже снятое с производства. Во время всяких линеек и праздников комплект раскидывали по холлу, цепляли на него фоновую музыку и ведущего, и получали этакую приветственную точку при входе. Когда мероприятие кончалось, все закатывалось назад в чемоданчик и благополучно отправлялось назад на наш факультет. Где можно вот такую вещицу применить? Ну, это, скорее всего, будет какая-то маленькая площадка, какой-то клуб, там бар, маленькие лекции, вечеринки и небольшие ночные клубы. Ну, как-то так. А на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч!